привет, я Химик Пич и рада видеть вас на своем канале. Сегодня решила вам показать вот такой скетчбук. Я его закончила недавно, начинала, наверное, год назад. И только сейчас смогла наконец-то его закончить. Не хотела его завершать, потому что мне очень нравилось на нем рисовать. И я не хотела искать и покупать еще один такой же. Скетчбук от Muji, размер B5, 80 листов, made in Japan. В общем-то, такие скетчбуки нельзя найти нигде. Я пыталась заказать из Японии, но почему-то в самом Muji я не могу найти. Я попыталась заказать точно такой же на Амазоне. Ну, догадайтесь, что мне пришло. Я даже заказала 2 целых. Я перепутала формат. В общем, теперь у меня вот такой вот отрывной календарик, потому что размер реально похож на отрывной календарь. Что еще можно сказать перед тем, как начать показывать вам свои рисунки? Этот скетчбук немножко похож на самую дешевую туалетную бумагу. То есть бумага с первого взгляда реально, не очень. Но на самом деле для эскизов и карандашных зарисовок самое то. Мне очень понравилась сама текстура, достаточно приятная, даже приятнее, чем туалетная бумага. Она мягкая, листы тоненькие и цвет серенький. В общем-то, очень приятный скетчбук, так что давайте посмотрим, что же там нарисовала за все это время. Предупреждаю, там будет 18+. Обнаженные тела и даже некоторые тела с натуры. Кстати, не забудьте поставить этому видео лайк авансом, если что, в конце уберете. Ну и, конечно, подписаться на мой канал, если вам нравятся мои видео. Давайте наберем 10 тысяч лайков, и тогда новое видео появится совсем скоро. Я думаю, вы заметили количество моих обзоров на скетчбуки и, конечно, мою любовь к быстрому скетчингу. Многие люди порой недооценивают важность такой практики, ведь по итогу ты получаешь не только интересные рисунки, но и в процессе ты экспериментируешь. Ищешь себя, формируешь свой стиль в рисовании и, конечно, улучшаешь свои навыки. Но как на этом зарабатывать? За 2020 год игровая индустрия выросла на 12%. Мировой рынок видеоигр составляет более 126 миллиардов долларов и с каждым годом продолжает увеличиваться. С ростом потребность в художниках тоже выросла. Они с помощью рисунков передают идею того, как должна выглядеть игра. Но мест, где тебя могут научить делать качественные рисунки для игр, не так уж и много. Если ты не хочешь работать на обычной работе и при этом хочешь научиться рисовать и попасть в игровую индустрию, то сейчас самое время начинать. В интернете много бесплатных курсов, но в них содержится крупица информации, а за полный курс попросят уже большие деньги. У школы XYZ есть отличный бесплатный курс. Скетчинг – это технология быстрого рисунка. Это твой первый шаг к профессии художника в геймдеве. Скетчинг позволяет наглядно показывать композицию, основные идеи и конструкцию изображения. Не бойся, даже если ты не умеешь рисовать, тебя с нуля научат этому. За 3 дня на курсе ты бесплатно научишься основам рисования, объемно-пространственному мышлению, работать с перспективой, работать с лайном, мышлению скетчера. XYZ – это более 90 тысяч студентов, обучение в любое удобное для тебя время. Менторы с большим багажом знаний, полученным благодаря работе в таких студиях, как Blizzard, CD Projekt Red, Ubisoft и другие именитые компании. Лучшие студенты школы уже работают в таких компаниях, как Ubisoft, Saber, My.com и другие. После прохождения курса ты получишь 40% скидки на основной курс, так что переходи по ссылке в описании и регистрируйся на бесплатный курс, чтобы начать карьеру концепт-художника по персонажам. Этот скетчбук я начала в начале карантина и не очень часто к нему возвращалась, но периодически это делала. Тогда я поставила себе задачу по улучшению навыков рисования человека в полный рост. Я думаю, старички моего творчества помнят мои летающие головы, они были потрясающими и стильными, но сейчас мне этого недостаточно для моей самореализации. Мне немножко стало скучновато и мне хочется большего. Поэтому я стала рисовать людей в полный рост чаще и пытаться изобразить их в разных позах. Думаю, глядя на мои рисунки, вы заметите, что я меньше стала акцентировать на само лицо и больше на динамичность позы, на динамичность линии. И, наверное, будет актуально рассказать о референсах, с чего я рисую и что использую для того, чтобы рисовать людей.
Я использую свои собственные фотографии и чужие, и в последнее время я стала рисовать с чужих рисунков с целью обучения. Поэтому я стараюсь находить других художников, которые занимаются анатомическими разборами и помогают понимать связи в рисунке. Например, у меня была сложность с изображением ребер у человека. Я просто не понимала, как ложатся мышцы, как в целом расположены кости, но после изучения анатомии и посмотрев чужие рисунки, я поняла определенную закономерность, и это помогло мне самой начать изображать этот объект. Также, как референс, я иногда рисую себя, но не с фотографии, а через зеркало. И иногда рисую с натуры, все-таки это немного иначе, немного сложнее, но в будущем очень хорошо помогает. Я думаю, вы заметили по моему инстаграму, что я изучаю анатомию, использую разные книги, пособия, и также я подписываюсь на разных художников, как и сказала ранее. Если вам интересно узнать, какие книги я использую для обучения анатомии, то можете заходить в мой Patreon, там я выкладываю всю информацию. И из-за того, что я начала изучать анатомию, разбираться в том, как выглядит скелет, как работают мышцы, суставы и в целом человеческий организм, тело, я начала понимать некоторые закономерности и начала использовать фотографии более сухих людей, то есть типа это бодибилдеры, в общем спортсмены, у которых очень маленький процент жира, у них чаще всего очень хорошо видны мышцы, или, например, очень худые люди, у них очень хорошо видно, где находятся, например, те же ключицы или определенные косточки, по которым можно ориентироваться в рисунке. Но в целом видимость определенных закономерностей зависит от самого телосложения, от массы жира, мышц и так далее. То есть очень много всяких вещей, которые интересно разбирать, и они все реально интересны. Но вначале я решила использовать именно спортсменов, потому что мне показалось это логично. Я так смогла на самом деле нарисовать те же ребра, я поняла, как располагаются косточки на бедрах, потому что до этого на самом деле я не могла этого просто осознать и понимать, почему так. А недавно я наконец-то осмелилась нарисовать полного человека, и это было потрясающе, я вам реально скажу, потому что эти объемы, телосложение и в целом как выглядит женское тело в обычном состоянии, не супер худое, да, не супер спортивное, оно красивое, и мне понравилось его реально рисовать, я начала любить даже свое тело, потому что поняла, что не обязательно быть идеальным для того, чтобы быть красивым. А вот этот рисунок я рисовала с натуры, я купила себе большую гипсовую статую с мужчиной, у которого видно мышцы, пресс, ну, в общем, немножко она выглядит странновато, но при рисовании помогает. При изучении анатомии я использую очень много книг от разных художников, вообще из разных стран. Я считаю это более полезным, и ты действительно можешь на разных примерах посмотреть, как работают мышцы, скелет, и в целом каждый художник объясняет по-своему. Например, у кого-то будут более подробные рисунки и объяснения, у кого-то более стилизованные, но зато они будут показывать основные и главные элементы, которые помогают достичь сходства. Поэтому мне кажется важным смотреть на разные подходы. Но также после того, как я законспектирую очень подробно то, что изучила, прочитала и в целом увидела, я начинаю закреплять это практически. В будущем я вам покажу свой анатомический скетчбук, но пока он в процессе, я сейчас работаю, изучаю потихонечку анатомию, и на данный момент приблизилась уже к изображению рук. Скоро будут ноги, и это будет очень интересно, потому что коленочки всегда заставляют меня содрогаться, но сами ноги, стопы, это вообще кошмар. Я несколько раз пыталась научиться их рисовать, но пока не пришла к какому-то успешному результату. Я уверена, что на этот раз будет совсем иначе, потому что у меня сейчас абсолютно другой подход. Если я чего-то не поняла с первого раза, и со второго, и с третьего, то я начинаю все заново. То есть я заново читаю, заново зарисовываю, и если, например, я даже забыла какие-то моменты, например, недавно я забыла про шею, как рисуются определенные мышцы и какую форму они образуют. Мне пришлось делать это все заново и заново делать определенные схемы, которые помогли мне вспомнить. Поэтому никогда не имейте привычку огорчаться после первой неудачи, потому что рисование, к сожалению, это та сфера, где с первого раза не всегда получается, и большинство вещей ты научишься рисовать только спустя, не знаю, после 100-го повторения. Книга.
Ссылочка будет в описании. Возможно, вы не знаете, но не так давно я начала читать мангу, и очень немножко стыдно. В общем-то, тут будут некоторые рисунки из манги определенного характера. И знаете что? Некоторые художники очень потрясающе рисуют человеческое тело, особенно женское. И я решила у них немножечко поучиться, так что сейчас вы на это немножечко посмотрите. Таких рисунков, конечно, не очень много у меня в скетчбуке, но в целом они достаточно откровенные. Но, если честно, художник не должен видеть пошлость и извращение в обнаженном теле априори, потому что наше человеческое тело все-таки оно, не знаю, мне кажется, оно совсем не пошлое, не извращенное, это просто тело. И чаще всего красивое. Мне кажется, что сейчас я нахожусь на таком этапе, когда я рисую с очень большим интересом именно обнаженное тело, потому что мне интересно, как оно устроено, и мне кажется, что в последующем я буду рисовать, скорее всего, уже больше одежды какой-то, потому что, понимая, как устроено наше тело, мы будем понимать, как одежда на него будет накладываться, если можно так сказать. Также недавно, наверное, полгода назад, я играла в игру фэнтези, забыла, как она называется полностью. В общем-то, я, конечно, вдохновилась ей и сделала небольшой рисунок. Я думаю, это первый рисунок в этом скетчбуке, где я использовала не просто обычный карандаш, а тушь. Бумага выдержала, но, как видите, на задней страничке немножко отпечатывается и видны линии. Я не знаю, имеет ли смысл говорить какой-то вывод о скетчбуке. Да, он не для плотной бумаги, в нем можно рисовать в основном карандашом. Я параллельно еще использовала иногда белый карандаш для того, чтобы указывать блики, чтобы было более объемно и в целом интересно, потому что добавляется дополнительный цвет из тонированной бумаги. Лично мне скетчбук очень понравился, он стоил не так дорого, если не ошибаюсь, около 8 дирхам, и я бы купила его еще раз и, наверное, очень много штук, потому что мне было в нем совершенно не жалко рисовать, я делала это спокойно, свободно и с удовольствием. Данные зарисовки тела я рисовала с японской книжки японского художника, который показывал, как рисовать натурально тело и кожу в диджитал варианте. Но я решила нарисовать это все в традиционных материалах, и сейчас вы можете посмотреть небольшой результат. Как видите, на некоторых элементах я использую белый карандаш, и это действительно делает картинку намного интереснее. По правде говоря, я начала вести этот скетчбук до того, как начала изучать анатомию досконально. То есть вы можете видеть сейчас рисунки, которые не имеют никакой опоры именно анатомической в плане. Я не знаю, как примерно, ну ладно, я знаю, как примерно выглядит таз, но я не знаю точное расположение ни таза, ни грудной клетки, ни всех остальных частей, да. Я просто примерно знаю, как выглядит человек, потому что люди нас окружают каждый день, мы их видим, и примерно мы все равно имеем представление о том, как выглядит человек. И, грубо говоря, это знание и помогало мне рисовать то, что вы видите сейчас. Так что мне очень интересно даже самой посмотреть, что будет дальше. После того, как я изучу анатомию, сильно ли изменится мой навык владения карандашом, как будут меняться фигуры, сама стилистика. И в целом мне просто интересно будет посмотреть, как я поменяюсь как художник. Иногда, конечно, я возвращаюсь к портрету, здесь немножко анимешная стилистика, и, возможно, вы так и догадаетесь, что за персонаж здесь нарисован. Если догадались, напишите в комментариях. По секрету вам скажу, что изначально в своем творчестве я почти никогда не использовала референсы, но далее, когда я решила обучаться, улучшать свои навыки, я начала использовать фотографии, рисовать больше с натуры и в целом искать информацию. Но в последующем, когда ты очень сильно зависишь от референсов, ты чувствуешь себя немного ограниченным. И сейчас я стараюсь относиться к этому проще и иногда рисую совсем без референсов. Но имея уже какие-то знания, это помогает мне нарисовать даже те же руки или какие-то обычные позы. Хотя иногда получается криво, но это не должно пугать, ведь эскиз не обязан быть супер проработанным, он должен передавать лишь главную суть.
На этой страничке, видимо, был какой-то неудачный эксперимент с каким-то монстром, он у меня явно не получился, и я, как всегда, решила его зачеркать. Ничего такого в этом нету. В левой страничке вы как раз можете увидеть позы, которые рисовала из головы, не опираясь на фотографии, а справа там вроде я рисовала просто с фоток в Пинтересте. Чаще всего, когда не используешь референсы, рисунки выглядят немного кривовато, что ли, непропорционально, потому что не всегда держишь все под контролем. Иногда забываешь о пропорциях, иногда просто не следуешь определенным правилам. Здесь я решила изобразить персонажа, которого я встретила в реальной жизни, на самом деле. Почему-то мне просто захотелось зарисовать этого человека в свой скетчбук. Он был 2 метров, и, как понимаете, человека 1,60 м это очень поражает и удивляет. Несмотря на то, что этот скетчбук у меня предназначен для каких-то быстрых зарисовок, иногда я делаю здесь более подробные рисунки, как, например, на этой страничке. Здесь я использовала даже немножко гуаши, либо белого акрила для белых акцентов. Я столкнулась с тем, что когда рисую очень много тела, я начинаю скучать, мне позы становятся неинтересными, и я нашла только несколько решений. Это либо делать необычные позы самому, либо искать действительно какие-то референсы спортсменов, гимнастов, танцоров, в целом людей, которые имеют более гибкое тело. Или, например, если брать в пример натурные классы, то там обычно специальные модели, они подбирают интересные позы, где их тело выглядит более необычно, потому что они умеют им владеть. Последние страницы в скетчбуке — это уже практика. Я изучала таз, и, конечно же, чтобы все это закрепить, я решила нарисовать и женский, и мужской таз. В некоторых рисунках вы можете заметить небольшие цветные элементы, где я просто пыталась как бы нарисовать форму скелета, для того, чтобы понять силуэт тела. Не удивляйтесь, что некоторые странички у меня выдернуты, только что зачем-то я оторвала еще одну. Периодически случаются неудачи, и некоторые рисунки я не хочу видеть больше в своей жизни, поэтому я их выдираю, выкидываю, выбрасываю. Последние странички выглядят именно так, а это вообще непонятно что. В общем-то, что-то попытка нарисовать что-то в перспективе. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. Да, 40% людей не подписаны на мой канал, но смотрят мои видеоролики. Ребята, исправляйте это. В общем-то, спасибо, оставляйте свои комментарии, пожелания и наслаждайтесь творчеством.